Когда Алексей вернулся домой раньше обычного, он и представить не мог, что этот день изменит всю его жизнь. Работа в дизайнерском бюро была прервана из-за сбоя в системе, и он решил сделать сюрприз жене, Ирине. Они жили в просторной квартире, и Алексей не предупредил о возвращении, надеясь застать жену в привычной домашней суете. Но сюрприз ожидал его самого. Открыв дверь спальни, он замер на пороге. В полумраке комнаты он увидел Ирину, лежащую на боку с приподнятой до ребер майкой. Рядом с ней их лабрадор Макс, медленно и настойчиво вылизывающий один и тот же участок на ее животе. Алексей застыл, не веря своим глазам. Комната была наполнена странной тишиной, только тихий звук собачьего языка нарушал покой. Ирина спокойно повернула голову, как будто его появление не удивило ее. Она опустила майку и сказала, что просто отдыхает, а Макс часто так делает, когда чувствует, что ей нехорошо. Алексей не стал спорить, не знал, что сказать. Он вышел из комнаты, ощущая тревожное давление внутри груди. В последующие дни поведение Макса стало все более настораживающим. Он буквально не отходил от Ирины. Ложился у ее кровати, сидел у двери, когда она была в ванной, следовал за ней по пятам. Он даже ел только в ее присутствии и при этом не реагировал на Алексея, избегал его взгляда, не подходил, не вилял хвостом. Однажды утром Алексей проснулся раньше обычного и, проходя по коридору, увидел приоткрытую дверь в кабинет. Макс лежал на ковре рядом с креслом, в котором Ирина обычно читала. Она еще спала, но пес даже в ее отсутствие занимал привычное место. Его взгляд был настороженным и осмысленным, будто он ждал, когда она появится. Алексей стал чувствовать себя лишним в собственном доме. Он попытался разрядить обстановку. Однажды за ужином заметил, что Макс стал излишне навязчивым. Сказал это с легкой иронией, но Ирина, не поднимая глаз от тарелки, холодно ответила: «Он просто чуткий. Может, чувствует перемены в погоде, или я просто в плохом настроении». Макс все больше напоминал не домашнего любимца, а стража. Он ложился на диван, прижимаясь к Ирине, загораживал ей дорогу, когда она шла на кухню, просыпался ночью вместе с ней, если она вставала попить воды. Алексей начал чувствовать себя посторонним. Макс сторонился его, как будто защищал Ирину от чего-то, возможно, от него самого. Он решил предложить Ирине съездить за город на пару дней, только вдвоем. Но она сразу же отказалась. Макс не выдержит. В прошлый раз он заболел, не ел, скулил все время. Алексей предложил оставить пса у своей сестры. Та давно хотела пообщаться с собакой. Но Ирина была непреклонна. Если ехать, то только вместе. Тем же вечером, вернувшись из душа, Алексей застал Макса, лежащего на его месте в постели. Ирина сидела с ноутбуком, будто так и должно быть. Алексей указал на пса, ожидая, что она прогонит его, но она только ответила: «У меня болит живот. Макс всегда рядом, когда мне плохо. Он меня успокаивает». В ту ночь Алексей почти не спал. Рядом с ним Ирина, между ними Макс. И под утро он снова увидел, как пес медленно и внимательно вылизывает тот же участок на животе Ирины. Всегда одно и то же место. Он действовал осторожно, будто знал, куда можно прикасаться. На следующий день Алексей не выдержал. Он переселил Макса в отдельную комнату, бывший кабинет. Принес туда лежанку, поставил воду и корм, оставил игрушки. Он не хотел, чтобы это выглядело как наказание, но чувствовал, что им необходимо расстояние. Макс сначала скулил, царапал дверь, потом притих. Он стал безучастным, не проявлял интереса к еде, к прогулкам. Даже на улице он шел медленно, с опущенной головой. Однажды Алексей заметил, что пес всю ночь сидел у закрытой двери, не ложась спать. Спустя несколько дней Макс перестал есть. Алексей отвез его в ветеринарную клинику.
Ветеринар осмотрел собаку и сказал, что у него сильное истощение и стресс. Алексей рассказал врачу о странном поведении Макса, о том, как он постоянно облизывал живот Ирины. Врач, к удивлению Алексея, не стал смеяться. Он задумался и сказал: «Собаки чувствуют гораздо больше, чем мы привыкли думать. Их обоняние и восприятие мира намного тоньше и чувствительнее, чем у человека. Они могут улавливать малейшие изменения в химическом составе человеческого тела, такие, которые мы даже не замечаем. Это может быть связано с гормональными изменениями, воспалениями или даже внутренними процессами, которые еще не проявились внешне. Я читал о случаях, когда собаки первыми замечали развитие онкологических заболеваний у своих хозяев, реагируя на запах, который человеку был недоступен. Особенно это касается тех случаев, где животные начинали вылизывать одно и то же место на теле или вести себя по-особенному настойчиво. Иногда они даже пытаются таким образом предупредить. Исходя из вашего описания, я бы настоятельно рекомендовал, чтобы ваша жена прошла медицинское обследование, особенно в той области, на которую постоянно реагировал пес. Это может быть просто совпадением, но лучше перестраховаться. Лучше знать наверняка. Алексей вернулся домой с тяжелым сердцем. Он рассказал Ирине, что сказал ветеринар. Она сначала отреагировала холодно. «Ты серьезно? Диагноз от собаки?» Но уже на следующий день она записалась в клинику, просто чтобы исключить всякую чепуху. Анализы показали небольшое новообразование в области яичника. Ирина прошла дополнительные обследования, и через неделю диагноз подтвердился. Опухоль на ранней стадии. Врач сказал, что они обратились вовремя. Операция была назначена быстро, прогноз благоприятный. После операции Ирина восстанавливалась дома. Макс снова спал у ее ног, но больше не лизал ее живот. Он просто был рядом, будто знал, что больше не нужно предупреждать. Алексей смотрел на него с другим чувством. Не с тревогой, а с благодарностью. Теперь он понимал. Макс был не просто питомцем. Он был сторожем, ангелом в теле собаки. Дорогие зрители, а вы верите, что животные могут чувствовать то, чего мы не видим? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.